а полукруглые части прочерчиваю обычным циркулем. Сначала хотел сделать две одинаковые доски, но потом решил все-таки сделать одну чуть побольше, другую чуть поменьше. Чтобы доска выглядела интереснее, я решил сделать там отверстия, имитирующие дырки, как в настоящем сыре. Сначала делаю наброски от руки, а потом обвожу циркулем. Это в принципе не обязательно, но чтобы понимать полную картину, это лучше сделать заранее. Зажимаю струбциной, подкладываю немного под заготовку, чтобы сверлом не повредить поверхность верстака. И перьевыми сверлами разного диаметра делаю эти дырки. Сначала засверливаю не до конца, а потом, перевернув заготовку, просверливаю насквозь. Чтобы бесконечно не переворачивать заготовку и не смотреть, каким сверлом нужно сверлить, я на оборотной стороне делаю пометки с размером сверла. Теперь можно вырезать электролобзиком уже сырные доски. Чтобы меньше рвало дерево, я использую пилку для лобзика чистый рез. С верхней стороны доски я решаю пройти по кромке кромочно-колевочной фрезой. Это сгладит углы, придаст аккуратности и будет более законченный вид.
Отверстие внутри я тоже фрезерую. Вполне можно обойтись и без этого этапа, без этапа фрезерования. Можно делать это на свой вкус. Далее идет длительный процесс шлифовки. Сначала дорабатывается форма наждачной бумагой крупного абразива, а потом все доводится до гладкости мелкой наждачной бумагой. Теперь приступаем к покраске. Цвет сырной доски можно задать, опять тоже на свое усмотрение. Я выбрал морилку на водной основе цвета дуб. Мягкой кисточкой покрываю доски со всех сторон. При этом действовать нужно очень аккуратно, а лучше в перчатках, потому что морилка от пальцев потом очень плохо оттирается. И чтобы немного убыстрить процесс, я воспользовался феном, чтобы просушить сырные доски. После покрытия морилкой обычно на дереве поднимается ворс. Это все легко исправляется мелкой наждачной бумагой. Проходимся по поверхности и по краям. И дальше уже наносим основное покрытие. Эти доски я решаю покрыть обычным льняным маслом. Оно хорошо защитит дерево и подчеркнет его фактуру. Этот процесс я не показываю, но это все делается очень просто. На губку наносится масло, и этой губкой потом протирается доска. Даем времени просохнуть, и потом еще покрываем слоем погуще и оставляем примерно на сутки, чтобы масло максимально впиталось. Потом остатки масла убираем обычным бумажным полотенцем. И, в принципе, все, доска готова. Эти доски я изготовил по просьбе нашей подруги-сыродела Наташи Гусевой. Ссылку на ее инстаграм и фотоблог я оставлю в описании. Надеюсь, ролик был вам полезен. Подписывайтесь на мой канал, будет еще много интересного. Что, пока-пока.